Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Сегодня я хочу попробовать реализовать Кири ТБшку, как я обещал в одном из своих роликов. И там почти собралось на момент записи 50 лайков. Там что-то около 34-35 лайков. Но я думаю, мои подписчики добросовестные, поэтому они на этот ролик перейдут и докидают недостающее количество лайков. А так, я хочу сказать следующее. Почему я вот решил сейчас конкретно вот записать ТБшку? Смотрите, завтра, для вас это завтра, точнее не так, для вас это будет сегодня, для меня это будет завтра, выходит патч баланса. На самом деле патч баланса максимально, ну, конечно, что я ожидал от этих разработчиков, что они выпустят адекватный патч? Ага, сейчас, разбежался. Выпустят адекватный патч? Ага, конечно, конечно. Они решили гритеров нерфануть. Но, короче, ребят, кому интересно, зайдите в телеграм-канал. Там я сделал отдельный пост по поводу патч-баланса, и кому интересно, просто прочтете все сами. Я, честно говоря, ну, максимально недоволен этим патчем баланса. Они, как обычно, балансят то, что не надо. Что-то там, короче, руки бы им поотрывать, этим разработчикам. И просто вот посадить в комментарии, чтобы они читали комментарии 24/7 под своей игрой, где угодно, чат, и они бы увидели суть проблемы. Да, они там что-то, конечно, как-то там фиксят, немножко подбалансят. На самом деле мне более интересно, как они оптимизировали шанс подъема, точнее шанс срабатывания гнезда Мамора. То есть они каким-то образом там ее что-то оптимизировали. И я надеюсь, не в худшую сторону, потому что, ну, я думаю, что если теперь гарантированно до 20 раунда у всех будут трехзвездочные фигуры, то игру можно будет смело удалять. Вот реально можно будет смело удалять. Но посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, они, конечно, не обкекались и что-то да поправили там. Но это мы, соответственно, увидим завтра. Ну, точнее, для вас сегодня. Короче, вы поняли, что я говорю. Если я говорю завтра, значит, это означает сегодня. Все. Думаю, вы понимаете прекрасно. Я, соответственно, пока вот, скажем так, не вышел еще этот патч баланса, хочу попробовать через гнездо Мамора забузить этого ТБшку. У меня есть небольшая там идея. Рок войны — это то, что мне надо. На самом деле, если соберется ранний кабанчик в двойку, боже, это такая заноза задницы, что ну его в баню. Она будет рвать, будь здоров. Вот просто, я не знаю, как тузик грелку просто. И все, и до свидания. Вот если соберется, соответственно, кабанчик в двойку. А если у нас память еще и несколько этих кабанчиков, молитесь. Кабанчик в двоечку под рогом войны — это то, что доктор прописал. У этого, ну вот даже сейчас у него 75 урона, 500 хп, скорость атаки 0.6, плюс он свои тычки замедляет скорость атаки. Это, извините меня, это имба, при том, что кабанчиков можно несколько призывать. А когда он в двойку, там, по-моему, если не ошибаюсь, что-то около 125 урона или 150 урона, около 1000 с чем-то хп. И, извините, это уже машина, она тоже замедляет скорость атаки. То есть, ну, это по сути как змейка. Но на самом деле змейка в двойку, я думаю, даже будет послабее, чем этот кабанчик. Хотя, не факт. Я, кстати, выйду в уровень, потому что у меня здесь гоблины-мехи собрались. Я, конечно, панду поставил так, но у меня есть... Короче, я в каждой катке пытаюсь собрать эту панду. Балдежную панду, гребаную панду. Пытаюсь ее все-таки, чтобы с нее что-то выпало. То есть эмбер, там, хитрец, что-нибудь такое интересное. Ну, вот панда-шаман мне на самом деле очень интересен. Мне эмбер очень интересен. И у меня все-таки, знаете, есть в душе, где-то там в глубине души надежда на то, что мне придет эмбер. Либо же нефритовый генерал. Либо же хитрец. И я возьму на 10-м раунде в гнездо Мамора, засуну эмбера, засуну нефритового генерала, он же панда-шаман. Короче, вы поняли. Что-то такое засуну, и все будет просто прекрасно. Вообще, прям песня. Можно я на каждый раз, когда буду садиться записывать какой-то ролик, я буду постоянно говорить за панды, и мне будет вот так вот приходить панда спокойно. Обалдеть. Так, я возьму сейчас 6 уровень, потому что я не хочу отказываться от халявных роллов, от бафа гоблинов. Боже, да у меня сейчас более-менее все замечательно. Единственное, что меня смущает, это то, что если соберется парочку охотников в двоечку уже, то есть, ну, я имею в виду, да хотя даже вот баф 3 охотников, это уже занос в заднице. Кстати, знаете, раз Штурм Спирит пришел, я, наверное, попробую драконов поставить. Хотя на самом деле я, наверное, слишком спешу. Слишком уж хочу двигать обстоятельства вперед. Наверное, я реально спешу. Почему? Потому что
Не факт, что на 10 раунде мне придет гнездо Мамора. Если гнездо Мамора приходит, я не задумываясь закидываю вот эту вот панду мага, собираю магов драконов и катаю через эту панду мага. Потому что как-никак в троечку она будет дамажить, будь здоров. Особенно если закинуть еще посох третьего тира. Там просто будет развал кабинета. Она будет летать из одного угла в другой угол и разваливать просто. Без смс регистрации. Как это я люблю называть. Чего? Серьезно, мне Эмбер упал. И что теперь делать? Так и что теперь делать? Вот серьезно. Мне в жизни так пант не падало сейчас, как вот сейчас упало. Ну, я имею в виду в этом патче, если что. Не знаю, поставлю убийц. Потому что я бы с удовольствием закерил бы Эмбера в троечку. Боже, знаете, сейчас должен быть появиться мем. Там где маршрут перестроен, маршрут перестроен, маршрут перестроен. Ну, короче. Видели охотника, который баф 6 им... Ты прикалываешься? Это как назвать? Две панды. Манки Кинг на 7 раунде. Да не дай бог мне сейчас гнездо Мамора на 10 придет. Неужели я смогу ее забузить, и мне там на 18 раунде получится собрать какую-то фигуру в тройку? Я даже, ну, я, наверное, откажусь от Манки Кинга, я все-таки целенаправленно возьму вот этого Эмбера. И я буду собирать этого Эмбера в 3 звезды, если придет гнездо Мамора на 10 раунде. Чтоб так пришло, это извините меня. Я не знаю, вот я в шоке. Я в шоке. Охренеть. Так, смотрите на кабанчика. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. 125 урона, 1000 хп. 0,6 скорость атаки. Плюс замедление атаки, когда тычка прилетает. Сильно? Я считаю, это очень сильно. На самом деле, реально, если ранний приходит кабан в двойку, плюс рок войны, ни в коем случае не скипайте. Обязательно пикайте. А знаете, кто меня сейчас вынесет? Вот как вы думаете, кто меня вынесет из этого стола? Давайте, вот напишите в комментариях. А я считаю то, что меня вынесет охотник сейчас. Потому что там два охотника с бафом 6. У меня стол откровенно слабый. Ну, слабый это мягко сказать. У меня стол подливы называется. Поэтому подливочный стол у меня. Сейчас откисну и продам свой винстрик. Бесплатно. Ну-ка, смотрим. Стрим. Нет, не стрим, запись. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой. Вот это эпический расстрел моей фигуры. А ну, кабанчик. Кабанчик. Ну... Вы видели, сколько тычек этот снайпер нанес? Так, привет, привет. Нет. Запись. Вы видели, сколько снайпер этих тычек нанес? Там тычек 20 было только что, если не ошибаюсь. И благодаря тому, что он эти тычек 20 нанес, то удачи. И тебе взаимно. Так, ошибся. Взаимно. Так, вот, все. Все, не отвлекаемся. Дальше погружаемся, потому что на самом деле катка уже полна экшена. Вот единственное, что мне только что жопу подпалил, это снайпер. Если бы я играл на охотника, чтобы вы понимали, то у меня бы так снайпер не стрелял. У меня дед холостыми стреляет, а не нормальными заряженными снарядами. Вот у меня реально, когда я играю на охотниках, дед стреляет холостыми, потому что он сделает одну тычку, пройдет секунда, сделает еще тычку, не сработает баф охотников. Короче, я думаю, вы прекрасно знаете это без меня. Когда у противника охотники, то они там стреляют... Ух! А, подожди... Какая обида. Вот это называется жопа боль. Такие фигуры обалденные. И на 10 раунде ко мне не пришла Мамора. Обалдеть.
Раз у меня есть жезл Кира, поэтому давайте все-таки пытаться забирать ТБшку через троллей. По дефолтному билду, старая школа, все как надо, типа, как бы... Не, ну может сейчас Эмбер, конечно, придет, хотя на самом деле сомневаюсь. О, Гритер. Гритер. Так я сейчас Гритеров поставлю, у меня будет баф Гритеров под кабанчиком, самое то. Боже, я дурак. Какой я дурак. Как вы думаете, что я только что совершил? Я совершил глубейшую ошибку. Глупейшую ошибку совершил. Дурак. Ну вот просто, ну как это еще мне назвать? Я поставил гритеров, хотя на самом деле у меня не было никого для того, чтобы ставить гритеров. Ну гений просто, на это уже, знаете, понимаете, это фляга потекла. Фляга потекла от такого вот жестокого рандома с Маморой. Я так сильно хотел Мамора, что прям, не знаю, гритеров решил поставить. Гритеры не работают, потому что у меня как бы баф пант, баф демона, оставить кого-то другого мне некого. Так, вайпер в гнезде Мамора. Снайпер в гнезде Мамора. И у тебя что? Мартра. Сказать, что я недоволен? Нет, я доволен. Я очень доволен развитием событий. Честное слово, очень доволен. Почему я так сильно доволен? Так я сейчас объясню вам. Сейчас я вам объясню, почему я так сильно доволен. Во-первых, ни у кого нет ибанутой фигуры. То есть это Манки Кинг, либо же антимаг. Ни у кого ее нет, значит ранее этой фигуры не будет. А это значит, что верно, можно потворить какой-то контент. Обычно, когда есть гнездо Маморы, то, соответственно, сразу обузят гнездо Маморы. Сразу. Закидываю туда антимага, Манки Кинга и все такое. Короче, у меня 6 уровень. Берем, юзаем вот этот вот артефакт Жезл Киры, получаем минус 2 уровня. Короче, у меня сейчас шансы выпадения фигур как на 4 уровне. Поэтому я буду собирать троллей в троечку. Да, мне нужен, конечно, и ТБшка, но там на ТБшку шанс, конечно, поменьше будет. СФ в двойку. Ну, СФ в двойку это хорошо. Да очень хорошо. Кстати, 2 бетиков продам, хотя на самом деле, наверное, лучше бы я продал Гритера. Да я, в принципе, мог бы отказаться уже от пант. Ну, короче, не суть. У меня сейчас жезл Кира. Да мне не... Как? Как это объяснить? Как это работает? Хитрец, серьезно? У меня, ну, неописуемый шок сейчас происходит в моей голове. Неописуемый. То я играю 20-30 каток подряд, и мне панды не идут. То я сыграл сейчас одну, чисто хочу на ТБшке какую-то скатать. Мне приходят все панды, но нет гнезда Маморы. Ну что ж это такое? Вот как это назвать? Как это назвать? Я называю это подставной подливой. Вот как это называется. На самом деле, бог рандома что-то меня в этой катке прям расцеловал. Я бы даже так это назвал. Приоритетные фигуры у меня какие будут на Вич Доктор, Шаман Тролль, Винга и ТБшка с Гримтачем. Вот эти вот 5 фигур, которые мне критично необходимы в 3 звезды. Потому что, во-первых, что Шаман Тролль, что Вич Доктор, они дают стан, контроль, хекс, а Гримтач дает задевание фигур огромное. Поэтому, да. Идите в баню, короче, вы панда, и Марс иди в баню, короче. Все идите в баню. Вот так вот продам, короче, вас всех. Вот так вот продам и все. И идите гуляйте. Идите ищите свое счастье в другом месте. Нормально, Винга пока что апается. Не скажу, конечно, что другие фигуры хорошо апаются, но, в принципе, лучше, чем ничего. Кстати, что мне там по предмету?
Так, ну, брошка на самом деле это будет ну, неплохим предметом. Почему неплохим предметом, сейчас постараюсь объяснить. Смотрите, она возвращает 50% от нанесенного по вам урона, но в чистом эквиваленте. Поэтому, если вам нанесли 1000 урона, вы вернули 500 чистого урона стабильно просто. И скажу следующее, если у вас есть хоть какой-то отхил, то вы, по сути, будете неубиваемы, потому что вы возвращаете эти 50% урона и, соответственно, хилите себя этими 50% урона. Это прям кайфово. Кайфово, драйвово, замечательно, прекрасно. Давай, Венгав, 3 звезды. Понял. А друида можно? Нет? А, еще раз. Давай, еще разочек. А еще разочек. Ясно, понял. Все, все. Все, больше не буду. Больше даже не пытаюсь. Кстати, может гримтача поставить вместо одной винги? А давай попробуем. Давай попробуем поставить одного гримтача вместо винги, потому что как-никак у меня есть Вич Доктор и есть Хекс. Если сработает Хекс массовый, если сработает Вич... А, ага. Вы видели, куда Гримтаж закастовал свою способность? Да, он 2 человек как бы задел. Но импакт от этого шедевральный. Просто вот. Да. А неплохо ТБшка пришел. Ну да, короче, смотрите. Хотя, не знаю, жезл Киры на самом деле прикольно юзать с луной и троллями. То есть, если вам упало... Ну, короче, вы выходите в максим... Короче, я уже говорил об этом, да? Я не буду даже пытаться как бы еще разочек повторять. Я, кстати, сейчас продал, если что, орка-охотника по той лишь причине, потому что мне нужно активировать демонов. А так как у меня есть ТБшка, у меня есть винга, я активирую тем самым демонов, и у меня СФ на 3 волны больше пускает. Соответственно, и ТБшка есть, которая может перевоплотить вингу. Короче. Просто сейчас две пары ТБшки у меня будет, и я буду намного импактнее сейчас, нежели у меня стоял орк-охотник. Хотя на самом деле орк-охотник довольно-таки... А, понял. Понял. Принял. Были бы у меня немного другие шмотки, я бы вынес этого Сларка. Ну, немного другие шмотки. Вот тютельку, понимаете? Тютельку. Так вот, я про реликвию Жезл Кира говорил в ролике, где играл через Кири Луну. Жезл Кира — это довольно-таки прикольная имба, потому что, смотрите, не берете уровень от слова совсем, идете либо на лустрики, либо же идете через винстрик, ну, если получится, но не покупая уровень. На 10-м... А, понял, охотник уже в 3 звезды там чел собрал. Он, кстати, тоже юзает Жезл Кира, и этот китаец юзает... Короче, вот этот китаец, он обузит сейчас Жезл Кира. Давай, массовый хекс. Массовый хекс. Не успел. Ни массовый хекс, ни стан Вич Доктора. Если бы сейчас массовый хекс и стан Вич Доктора сработал бы, они бы все стояли в контроле. Я бы их порвал, как ту загрелку. Нормально. Добротное усиление. Пока что одобрено усиление. Обузим Ичу. Бабки нам нужны, 3 монетки. Сюда. Я, кстати, наверное, выйду из инкама и попробую все-таки апнуть себе вингу какую-то. Вич Доктора, может, получится. Давай, 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 давай. Отлично, 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 отлично. Винга в 3 звезды. Надо кем-то жертвовать. Пожертвовал яйцом по итогу. Ну ладно, яйцом можно пожертвовать. Мне, знаете, что интересно? А упадет мне сейчас гнездо Мамора? Если упадет гнездо Мамора, то я, по сути, хочу попробовать закинуть этот бэшку 2-го уровня. И посмотреть, через сколько раундов он вылупится в 3 звезды. Хотя на самом деле в этом нет никакого импакта. Кто? Так. Обкекался. Ну ладно. Сейчас я объясню, почему обкекался. Мне надо немножко паролить. Ну, ТБ. Отлично. Отлично. Я не знаю, что происходит, но что-то в этой катке у меня прям... Тьфу-тьфу-тьфу, но идет все то, как я распланировал. Я вот изначально сказал за то, что я хочу сыграть на ТБшке, и по сути вот ТБшка мне идет. Сейчас 3 раунда, у меня ТБшка будет в 3 звезды. Ну, естественно, если повезет. Если повезет, у меня сейчас ТБшка будет за 3 раунда в 3 звезды. Потому что у меня Мамора принесет его как минимум в 2. В 2 это быстро, а вот в 3 долго. Поэтому сейчас он 2 соберется там, я его сразу продаю, сразу выставляю, и у меня ТБшка в 3 звезды. Дальше я буду просто брать уровень.
И тем самым... Хотя на самом деле, наверное, стоит паролиться сначала. И найти фигуры в 3 звезды. Ой-ой-ой, эльф. Меня смущает этот паренек на эльфах. Он может мне... Ну вот, смотрите, оно сейчас посмотрим. Почему он меня смущает? Это из-за того, что я по нему попадать не смогу, скорее всего. Из-за того, что у меня нет МКБ, хотя если у меня будут фуловые тролли, то как бы это не проблема. Или проблема все-таки. Ну, это мы сейчас... Пока нормально, пока я попадаю. Хотя у него 9 эльфов. Да, я, наверное, сначала паролюсь. Так, вот одна фигура в 3 звезды есть. СФчик надо. Так, апгрейд есть. Ну. Ладно. Слишком как-то большой пинг. Ну, я думаю, что не успею собрать Вещь Доктора в 3 звезды. Из-за высокого пинга. Так, это получается тролли лу... О, Лайт, кстати, юзает мою сборку, которую я показывал в одном из своих роликов. У него, кстати, винстрик. Сюда кэшбэк за ролик гони. Оплату. Это оплата за ролик. Винстрик 5 единиц сюда. Давай. Родись. ТБ в 3 звезды. ТБ в 3 звезды. Король демонов. Давай. 23 раунд ТБ в тройку. Я мечтать о таком не мог. Так, шаманчик у меня в 3 звезды. Ну, надо Вещь Доктора поискать. У меня есть еще один раунд, поэтому я думаю, стоит Вещь Доктора поискать и Гримтача. О, отлично, один апгрейд есть. Стоит ли Гримтача искать или пока что оставить так? Он как бы очень полезный, этот Гримтач в 3 звезды, но я, наверное, не буду. Не, наверное, не буду делать этого. О, снайпер в двойку. Ну, плевать, вообще там контроль прилетел. Да не, Гримтач не имба под Вич Доктором и Шаманом Троллем. Не имба, ребят. Вообще не имба. Ни грамму. Но на самом деле посмотреть на его стол там аж страшно становится. Снайпер, охотник-зверь. Ну там у челика все при нем. Я на самом деле мог бы сейчас убрать этого Гримтача, поставить 4-го тролля, но я не думаю, что будет такой огромный импакт от этого. На бабах еще ладно. Хотя и на бабах на самом деле не вижу в этом смысла, потому что когда Гримтач накинет свои чернила на несколько когда Гримтач накинет на несколько юнитов свои чернила, то Вич Доктор с Шаманом нормально так накидают хекс и все. Куда? Я такую дичь сотворил. Откис, да? Ну, естественно. Миссы дебильные. Это еще из-за того, что я только что хрень сотворил одну. Вот сейчас я могу поставить 4 тролля. Сейчас 4 тролля будет намного приятнее, нежели у меня был до этого стол. Потому что на бабах Гримтач не особо нужен. Ну, конкретно на этом раунде Гримтач не особо нужен. А вот в последующих раундах, которые будут, они... 5 фигур в 3 звезды у охотника. У него, конечно, по хп там все очень грустно. В целом по уровню тоже грустно. Но 5 фигур в 3 звезды это уже опасно. Не дай бог ему придут хорошие шмотки. Просто не дай бог. Я буду держать кулачки, чтобы тебе галимые шмотки пришли. И держать кулачки за себя, чтобы мне отличные шмотки пришли. Гиперстон. Гиперстон. Мне нужен сейчас гиперстон. Молю, гиперстон. Короче,
Чё я на секунду так задумался? Почему так тихо стало в целом, да? Потому что мне нужен какой-то магический деф. Там маг огромный становится. В лете, когда у меня будет БКБ, рефрешер, я этого опасаться не буду, мага. От слова совсем. Но сейчас он мне может нервишки пощекотать, будь здоров. Мне нужен какой-то шар бездны, либо БКБ. А лучше БКБ и рефрешер. Два идеально. Да не имба этот ваш гримтаж с Хиксом, с Вич-доктором. Просто... Вы видели, сколько там касок было только что? 3000 урона Вич-доктор нанес магического. На секундочку. 3000, мать его, урона от Вич-доктора. В общем, если быть откровенно честным, кого я здесь опасаюсь по катке? Вот этого мага, который нереально огромный, не знаю, каким чудом он вообще такой стол себе собрал. Восемь магов, 5 драконов. Плохо. Все очень плохо. Все плохо. Благо он 11 уровень не сможет взять. Чтобы взять 11 уровень, там надо так извернуться, что ни одна змея такого вам трюка не покажет. Ну, по сути, убийц я тоже не боюсь, судя по всему. Поэтому я больше всего опасаюсь это мага дракона. Он может меня смести вот так просто, на одном дыхании. Плюнул и смыл. Чисто ковчег Ноя нужно будет вызывать, если он плюнет своими магами. И то вряд ли поможет. Мне бы гримтача в тройку. Да и в целом мне бы троллей бы уже фуловых поставить. На самом деле, мне вот этот SF в конечном моем билде не нужен. Этот бы SF мне пригодился в другом билде. Когда ты играешь через зверей, через ТБшку и немножко чернокнижников. То есть как выглядит другой билд немного. Другой билд выглядит немножко так, смотрите. У вас 4 зверя, 4 чернокнижника, 4 ведьмака. Ну, керри ТБ, естественно. Ну вот, маг. Пум-пум-пум-пум. Нужен уровень. Вместо... Ну, короче, я поставлю лучше 4 троллей. Пусть будет 4 тролля. В идеале мне бы уже выйти в 6 троллей. Это в идеале. Блин, на самом деле следующий патч это такой, ну, немножко гнил... Ну как, по сути, последние патчи, которые разработчики выпускают, они такие гнилые, что ну его в баню. И вот, который патч будет, я более чем уверен, что будет в каждой катке охотник. Абсолютно в каждой. Не, конечно, если они так будут всех кучно ставить, и я буду собирать постоянно себе луну через троллей, и буду докидывать там всякие приколюхи, то это будет весело. Не, ну судя по всему, я реально не боюсь этого убийцу от слова совсем. А, так естественно, я его не боюсь. Тю. Ну, я как-то туплю вообще. Знаете, почему я их не боюсь? У меня есть предмет, который отражает 50% урона. В чистом эквиваленте. Поэтому убийцу я не боюсь. По сути, и мага я тоже не боюсь. По сути. Но если он соберет себе посох 3-го тира, будет у него сильные маги, то у меня ТБшка не перевоплотится. Мне нужно найти БКБ. Нужно. Найду, будет все хорошо. Не найду, ну... Суши весла. Будет топ-2. На самом деле, для моего конечного билда мне необходимо 2 предмета. Это БКБ, это рефрешер. Ну, и желательно, конечно, чтобы у меня была маска 5-го тира с Мьёльниром. Ну и криты. Ну и, в принципе, фулл упакованный билд. МКБ тоже подойдет.
Мана реген всегда приветствуется. Но я сейчас буду, наверное, предмет 4 тира искать. МКБ мне необходимо. БКБ мне необходимо. Поэтому надо пробовать. Чисто под заказ. Так, обузим, обузим, обузим. Ну, откровенно говоря, 50 на 50 я доволен. Хотя, на самом деле, а чего, откровенно говоря, 50 на 50? Я на самом деле максимально доволен, потому что у меня есть предмет возвратки 50%. То есть, когда маска будет работать, это, естественно, я возвращаю себе хпшку, когда меня бьют. Короче, я доволен. Я доволен, что я предмет 5 тира начал искать, а не 4. Я прям доволен на 150%. Охотник там живет пока что немного. А чем он предметы не переделывает? Он хочет керить вайпера под драконами магами или что? Ему бы посох 3 тира найти, и он бы выносил здесь всех и вся. Может, просто не везет ему? Хотя я сомневаюсь. На всех ТБ работает возвратка урона. Я на 150% теперь доволен тем, что у меня выпала именно маска, а не какой-то иной предмет. Да, мне нужно срочно делать фуловых троллей. Но на 9 уровне я, наверное, немного поролюсь, пока не найду Леона. Из 2 тира, конечно, есть хорошие предметы, но я не хочу пока что их ролить. Держим кулачки на то, что мне на 35-м раунде упадет БКБ. Это чтобы вообще аннигилировать его в нулину. И рефрешер. Я, наверное, попробую вот еще рефрешер рольнуть. Блин, вы обратите внимание, сколько там этих охотников. 3, мать его, охотников. 3. И 2 убийцы. Серьезно? ВИЧ-доктор угостил своими бутылочками. Так сказать, посадил на бутылочку молодых. А, тут я, по-моему, откис, да? А нет, цепочка имба. Цепочка 1 тира имба. Ребят, юзайте, обусти. Юзайте, обусти. Цепочка 1 тира — это лютая имба. Благодаря ей я только что выиграл раунд, поэтому все, это лютый абуз. Мне нужен ведьмак. Мне нужен... Ой, ведьмак. Мне нужен волшебник. Ну, ведьмака можно, в принципе. Геральта из Ривии. Тут как раз магия есть. 9 магов — это меня не радует. Это плохо. Получается 3 охотника, 2 убийцы и 9 магов. И я. Уникум. На олдскульном билде. Мне везет, что у этого мага нет адекватных предметов. Были бы у него адекватные предметы, он бы уже всех здесь подчистую смывал. Но мне пока везет. Тьфу-тьфу-тьфу. А то у меня 35 хп, он может... По-моему, я сглазил насчет убийц. Или не сглазил. Ребята, возвратка имба. Предмет 2 тира, который возвращает урон, это имба. Благодаря ему я только что отхилил себе кучу хп и, во-первых, уничтожил этого противника напрочь. Сейчас поищем Леона, а после этого я возьму 10-й. Что-то Леона как-то на связи даже нет. Вся надежда на 35 уровень. Вся надежда на 35 уровень. Там маг уже довольно-таки сильный. Конечно, необычный билд — это закерить убийц с Манки Кингом. Хотя играет он через Мортретку. Интересно. Так, еще один охотник. Да. Что-то мне больше, все больше и больше нравится. Это жезл Киры со своими касками, хексами.
Да какого ты не отлетел? Почему минус 10? А, ну в принципе... А чё минус 10 тогда? 3 героя по 3 звезды, а почему минус 10 дало? Вообще оно как-то так по-китайски считает. Китайская игра по-китайски считает, и я еще удивляюсь. Ну, в принципе, да. Не, в самом деле я не понимаю иногда, каким образом она считает. Кстати, все охотники повылетали, остался один всего лишь охотник. 2 убийцы, 1 охотник, маг и я уникум на ТБшке. Почему ты не ролишь предметы? Я не понимаю этого мага. Почему он не ролит предметы? Ему найти посох 3-го тира и аннигилировать все живое на месте здесь. Просто как метеорит на землю падать будет. Триллион тысяч там лет назад, когда динозавры еще были. А безруш хорошая тема, это я по-любому оставлю. Хе-хе. Хе-хе-хе. Я доволен. БКБшка это то, что доктор прописал. В самом деле, как только вынесут... Секундочку. Я бы такой, чтобы найти рефрешер. Но мне еще не хватает предметов. Все предметы, которые есть у меня сейчас в инвентаре, я не хочу терять. Эти предметы мне кровь из носа необходимы. Они мне спасут жизнь. Я не понимаю, какие он там предметы берет. Честно, мне не поддается логика, что он там берет. 9 охотников? Зачем он всех кучно поставил, вообще непонятно. Тоже, ребят, никогда не... А ну-ка, сейчас, секунду. Погодите. Битва века. Боже, какой ты овощ. Я, если что, говорю про ТБшку. Не... Это было близко. Почему я говорю, что он овощ? Это потому, что это тело не смогло перевоплотиться и разделить свою БКБ на всех. Просто помойка бесполезная. Ну ладно, зато я сейчас себе билд сделал нормально, адекватный. Единственное, что мне не хватает гримтача. О, кстати. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Можно пожертвовать блинком. Давай пожертвую. Ну, МКБ это неплохо. Это ни в коем случае... короче, это не ошибка. Это неплохо. Это реально неплохо. Антима... О! Чуть-чуть не успел. Так, это убийца. Вот ей-богу, мне сейчас не хватает всего лишь одного предмета. Это рефрешера. Вы посмотрите, какая аннигиляция происходит. Блин, так подожди, если там останется... Сейчас, секунду. Только антимагу двоечку. Так, Сюга еще остался. Он играет через убийц. Надо сейчас грамотно сделать расстановку, чтобы Террорблейд перевоплощал мне нужных мне героев. Провидец в двойку. Это плохие новости. Хотя на самом деле, какая мне разница, в какого там уровня сейчас провидец? Не хочу возвратку скипать. Ну вот, больно в душе, когда я хочу ее скипнуть, понимаете? Больно в душе. Душа кровью обливается, когда я хочу скипнуть. Давай. Че ты стоишь? Овощ, ты чё? Слышь ты? Я чё... Не, сейчас я доволен. Вот это хорошечно было. Есть. Все, теперь смотрите имбулю.
Сейчас будет лютая имба. Сейчас такая аннигиляция будет. Я сейчас чуваку буду по минус 250 в лицо давать. Без сдачи дам ему. Просто без сдачи. На самом деле я должен отдать ему должное. Не знаю, каким там он шел, точнее не помню. Но катка получилась добротная. Единственное, что мне ТБ, вот ТБ меня как-то дико расстраивает. А ну-ка. А, ну тут окаменение сработало. Окей, надо поменять местами будет. А чё еще одно? Какой-то бред с рефрешером в последнее временем заметили, там небольшой тайминг между тем, что когда активируется предмет. Небольшой тайминг есть. Раньше такого не было. Раньше, когда ТБ перевоплощался, он сразу перевоплощался. Сейчас же есть какой-то небольшой тайминг. И знаете, мне бы в идеале найти шар бездны. Если с этих мобов упадет шар бездны, будет замечательно. Упадет гиперстон, будет вообще просто прекрасно. Песня. Не знаю, он какие-то бредовые шмотки делает. И почему он керит Вайпера? Почему он керит Вайпера? Я не могу, как бы, ума приложить. Чё-то, короче, у меня не сходится. Либо у меня вольты в колоде не сходятся. Точнее, в моей голове. Либо я не знаю. Ну вот, смотрите. Секунды 2 он не перевоплощал рефрешером еще сверху. Секунды 2 где-то прошло. Почему? Кстати, зимнее объятие я закину в ТБшку. Это будет не ошибкой. И я закинул зимнее объятие в ТБшку, потому что он сразу тогда будет перевоплощаться. Конечно, обидно, что мне не упал шар бездны. Шар бездны был бы намного импактнее, нежели вот зимнее объятие. Хотя и зимнее объятие тоже хорошая шмотка. Почему я вот... Я просто сейчас придираюсь, короче, все. Короче, просто придираюсь. С шаром бездны я бы переживал прокаст этого мага на одном дыхании. И был бы уверен, что мои трехзвездочные фигуры не откиснут где-то там в подворотне. О, нашел. Все, я понял. Походу ему просто не падал на вайпера посох 3-го тира. Сейчас у него вайпер заряженный. Ну, тоже, зачем он керит вайпера? Хотя на самом деле, кого бы он сейчас здесь не керил, я бы всех выносил. Даже в одного ТБ я бы спокойно всех выносил. Более чем уверен. Бум. Но почему... Вот ты... Все, пока. Пока-пока. А че минус 14? Почему не минус 15? Хотя тоже, смотрите, в прошлый раз я 3 ТБшками в тройку дал минус 10. А сейчас было 4 ТБшки и дал минус 14. Реально какая-то китайская математика. Отвечаю, кстати, привет, Adidas. У меня поддержка. Все, меня поддерживают. Приятно. Потная катка, конечно. Было реально потно, но на самом деле ТБшки в действительности много предметов надо для его реализации. Есть намного... Заспойлерил. Не, ну сейчас без шансов. Тут 5 ТБшек, 5 БКБшек. Вообще плевать. Просто... Фу, смыл. Красивая игра. Красивая. Не спорю, красивая. Ай, красота. Как же ТБшка хорошо выглядит. Погоди, у него был посох 3-го тира. Куда ты его дел? Я сейчас не понял. Это... У него в конце, я прочекал вайпера, у него было там полный фарш, все как надо. Плюс у него был посох 3-го тира. Куда это все делось? Может, он провтыкал как-то и... Короче. Мне здесь даже добавить нечего. Вот серьезно. Хотя не, мне есть что добавить. Смотрите, ребят.
Этот билд, это чисто фан билд, я его первый раз попробовал, и мне понравилось. Честно, мне понравилось. Я ожидал немножко от ТБшки другого, я думал, будет все намного хуже, но все осталось, ну, как прежде. Хотя на самом деле, скажу так, если бы мне упал предмет третьего тира Гиперстон, было бы все иначе. С Гиперстоном, с таким вот везением, он бы разрывал еще быстрее. Плюс мне реально повезло с предметами. Мне упало МКБ, оно полезное. Мне упало БКБ, шикарный предмет. И мне упал рефрешер. Просто, ну, вынос башки. Предмет отличнейший. Мне в целом по предметам тут повезло отлично. Я не ожидал, что у меня будет такое везение. Я в целом не ожидал, что мне панды так будут идти. Откуда эти панды вообще появились? И почему именно в этой катке они так сыпались? Ну, это, наверное, все. Сколько я там играю в этом патче уже, мне панды так не шли. И вот в этой катке мне пришло 3 панды, даже 2 Шторм Спирита мне пришло. Поэтому, по-моему, я исчерпал всю свою удачу на эту игру. По-моему, всю удачу исчерпал. Ну, это было прикольно, это того стоило. Я даже ни капли не разочарован тем, что именно так сыграл. Хотя, на самом деле, я бы хотел через Эмбера в троечку сыграть. Либо же нефритового генерала. Это панда-шаман. Вот одного из двух я бы точно хотел через Морза обузить в троечку. Ну, чему не бывает, того не бывает. Сыграл как есть. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И хочу напомнить, ребят, ваш лайк поддержит меня очень сильно. Поэтому в этой катке я не ставил никаких целей, потому что завтра выходит патч. Для меня это, естественно, будет завтра. Для вас, вы поняли, а то я сейчас уже повторяюсь миллионы раз. Выходит патч, поэтому я никаких целей не ставил. Я буду смотреть, что как там играется для начала, а потом уже буду ставить какие-то цели. Поэтому, ребят, максимум лайков запилили под этот контентище. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мой YouTube канал и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи.